ситуация. Кормление прекратилось рано, но молоко так и шло. В связи с этим у меня произошла мастопатия. 15 лет я мучилась, ходила к врачам, не знала, что делать. А врачи мне говорили только одно, то есть, что родишь второго, и все пройдет. Со временем увеличивались шишки, иммунитет садился еще больше. И в конце концов у меня произошло так, что у меня просто был такой уже пожизненный маршрут. Это дом, работа и аптека. После этого я решила, что нужно что-то делать, потому что дальше уже просто некуда, спать было невозможно. И что же делать, и тоже мне посоветовали уже мои друзья и близкие. Все-таки начала изучать, как бороться с болячками, больше не медицины, скажем, традиционной. Я так поняла, что лучше всего природой создано, природой лечиться. Я не пожалела, что я приехала в Слободицу, потому что я нашла ответы на все свои вопросы, решила все свои болячки, они у меня ушли, иммунитет у меня восстановился, чувствую себя позитивно лучше. И самое интересное то, что ни одной шишки больше у меня нету. Даже грудь, я даже ощущать стала ее, не то, что это болячка какая-то, а я ее стала ощущать полноценной грудью, как у женщины. Мягкая, эластичная, без боли, сплю спокойно. И были даже выделения силеные, которые мешали даже просто, я даже их чувствовала, потому что они прям выделялись иногда. Вот. И теперь их тоже нету. Я благодарю всю группу народной медицины, всю семью Горецкого, потому что они приняли нас очень добродушно. Нам очень все это понравилось. Я была не одна, я была с мужем, я была с ребенком. Решились очень многие проблемы моего ребенка, моего мужа. То, что ребенка я привозила на реабилитацию после операции. У него была заячья губа, и мы привозили его на реабилитацию, так как у него был очень низкий иммунитет, переболел очень страшной болезнью, которая называется опоясывающий герпес и неврит лицевой, перекосила половину лица. Это было год назад, но после этого ребенок начал болеть все чаще. Тоже мы его здесь реабилитировали. Пришлось ему тоже, скажем так, что-то нравилось, что-то не нравилось, но все, выдержал, молодец, ребенок все-таки 15 лет. Вот, но в большей степени все понравилось. Муж, хочу сказать, человек очень такой своеобразный, но все равно поехал поддержать просто, скажем, даже и меня, и получил тоже массу удовольствия, потому что понял, что действительно энергия, она растет только от того, что если человек сам с собой занимается изнутри, изучает свое здоровье, изучает то, что вокруг него, и это помогает. То, что мы прошли курс здесь, я нигде не испытывала такого удовольствия. Врачи, то, что говорят, я вообще не поняла. На самом деле не понимала, как вообще то попейте одно, то попейте другое. Ни одно, ни второе не помогает. Я результатов не видела. То, что я получила результат здесь, я получила на будущее даже очень много информации, даже знаю, как себя вести по поводу того, что и как помогать своим близким. Спасибо огромное, что выслушали. Мы еще раз обязательно, не раз приедем обязательно и будем
советовать всем, потому что это нужно. Мария, ты во время прохождения курса лечения у нас делала очистку организма, в том числе и печени. Раньше ты делала подобные вещи, и как прошла очистка здесь? Довольна ты этим результатом или нет? Раньше я не делала этого, естественно, потому что, во-первых, это страшно делать дома. А здесь я сделала эту очистку в августе и вот сейчас в декабре. У меня очень хорошо прошла очистка, у моего мужа хорошо прошла очистка, у ребенка. У нас вышли такие камни, которые, я не знаю, таких размеров, скажем так, с мой большой палец, с ногой, то есть где-то 1,5 сантиметра. Когда я была после августа дома и продолжала курс очистки, дома это не получалось, то есть это получалось, да, но выходили такие камушки маленькие, скажем так, то есть все равно вот то, что здесь полный курс проходишь, это больше очищается, чем это очищение проходит дома. Но, скажем, дома это тоже нужно, да, делать, но так как проходишь здесь курс, это не происходит. Вот большинство людей вообще боятся делать очистку печени особенно. Как ты считаешь, ее вообще нужно делать или нет? Ну, я считаю, что нужно, потому что, скажем так, с этим ушли очень многие проблемы. Именно, что касается, даже если просто банально смотреть на моего мужа, да, то есть который приехал в качестве поддержки меня, он ощутил, скажем, после энергию, вкус жизни, в общем, почувствовал, то, что он сейчас он как заведенный, то есть он может спокойно работать, мыслить. Мне кажется, с этой очисткой происходит нечто такое, какое-то чудо, в плане того, что даже очищаются мозги, мне кажется. То есть зашлакованный такой организм, да, то есть было как бы все гнетало, то есть настроения никакого не было. Вот, и вместе с этим поднимается и иммунитет также, вместе с поднятием энергии. Это ощутимо, я вот с мужем это ощутила. Ребенок, конечно, пока сказать не может, потому что, скажем так, юношеский максимализм об этом не может сказать, они это не чувствуют. Но Витя, скажем так, вот, заметил, что он более позитивный стал. Как у вас с нервной системой вот, после процедур? Как вы ощущаете себя? Все-таки есть изменения психики, в отношениях вообще? Конечно, есть. Скажем так, стрессы были у нас в отношениях с мужем. Они сейчас ушли сами собой. То есть, опять-таки же, я повторяюсь, что настроение улучшилось, стрессы ушли. И это ощущается. Отношения у нас наладились плавно, незаметно, но они, когда мы просто даже общаться стали на то, что слушай, а у нас ушли вот это, мы, ой, да, обратили на это внимание. То есть произошло такое спокойное, такое плавный переход, скажем, к нормальной жизни. У тебя, как у профессионального, можно сказать, работника, болели руки, ноги, суставы, там, все это дело. Уже после первого курса эти проблемы практически уходят в течение 2 месяцев. И этот переход от боли к нормальной жизни,
он обычно протекает так сам собой, незаметно. Человек уезжает еще после процедур с болью, а в течение месяца-двух после этого они потихонечку уходят. И когда человек приезжает домой, он ощущает, что вроде бы там еще отличился, болело, а потом как-то оно, наверное, само и прошло. Так было у тебя, Именно да? так, да. Да. Поэтому люди... Просто стала забывать о боли, на самом деле, вот просто действительно незаметно, потому что болела, все это сидела над этим, думала, и потом проходит раз время, слушай, а у меня вот это не болит, и вот это не болит. Ну, то есть, нет, это действительно так. Ясно. Ну, большое спасибо за интервью. И будем рады И вам видеть спасибо. тебя в гостях у себя здесь. И дальше, если захотите просто для профилактики приехать, Обязательно. очистку какую-то сделать или просто поднять иммунитет. Вот. Основной принцип, то, что мы делаем, это все связано с очисткой организма и поднятием иммунной системы. С иммунной системой уже выздоравливает весь организм. Вот. А без очистки и без поднятия иммунитета фактически на нормальную здоровую жизнь просто нет возможности рассчитывать. Правильно? Правильно, конечно. Да. Ну и то, что мы здесь вас одновременно и как бы лечили, и одновременно обучали, эти знания, их никто уже вас не заберет. Поэтому все, что вы здесь видели, знали, используйте дома, и я думаю, что это вам пригодится на всю оставшуюся жизнь. Спасибо большое вам.